находимся в бывшем монастыре, который называется Desierto de los Leones, что можно перевести с испанского как «пустыня львов». Но на самом деле тут нет ни пустыни, ни львов, а только горы и густые леса. Откуда такое название? Монастырь был основан в XVII веке в удаленном и малонаселенном месте на землях братьев Леон. Поэтому более точное его название можно перевести как «пустынь Леонов». Ну или если совсем утрировать, то по-русски это бы звучало «пустынь Львовских». Основан монастырь был монахами католического ордена босых кармелитов, которые искали место для уединения и молитв. Первый камень был заложен в 1606 году, после чего комплекс достраивался и перестраивался. Поэтому большинство зданий датируется уже началом XIX века. Примерно тогда же монахи-кармелиты были вынуждены покинуть монастырь в связи с началом войны за независимость Мексики от испанской короны. После чего монастырь был на долгое время превращен в казармы, и только в 1937 году был объявлен национальным памятником. На данный момент значительная часть монастыря отреставрирована. Пойдем посмотрим? Проходим по такому вот атмосферному коридору и попадаем в парк монастыря с ухоженными аллеями и многовековыми пихтами и туями. Внутри много уютных двориков и садиков, где царят тишина и умиротворение. Атмосфера прямо настраивает на созерцание и размышления о вечности. Все фотографы, приехали. Да, утром рано. 3 штуки. Ну что ж, поразмышляли о вечности, двигаемся дальше. Говорят, что под монастырем есть подземелье, и туда даже можно попробовать пробраться. Это вход в подземелье. Ну, на самом деле это не совсем подземелье, здесь монахи хранили воду. Они построили целую систему водопроводов, которая вот оттуда с гор собирала воду из горных родников и направляла в монастырь. Вот. Также можно увидеть, какого роста они были. Вот посюда мне. Ну что, пойдем внутрь. Так, заходим внутрь в подземелье. Вот еще раз можно оценить, какого роста были монахи. Здесь там потолок становится выше. Вот эта цистерна, в которой монахи хранили воду, точнее, одна из цистерн. В Мехико сухой сезон длится несколько месяцев, поэтому нужно, собственно, вот на эти несколько месяцев иметь
запас воды. Чувствуется сырость в подвалах. Главное не заблудиться. Где-то здесь должен быть поворот сейчас. Дневной свет пробивается сквозь маленькие окошки. Bom dia. Мы вышли из подземелий напрямую во внутренний дворик монастыря. Идем обратно. Ay, por eso dice circulación. Так. Вот это да. Канализация 17 века. Фактически это был такой, ну не общественный, но общий туалет у монахов. То есть сверху, с гор, через систему водопроводов от горных родников шла вода, которая попадала вот в систему водопроводную монастыря. И, соответственно, здесь она выходила наружу. Вот таким образом все нечистоты удалялись из монастыря, и никакого запаха неприятного тут не было. Вот эти камни похожи на какую-то старую тропинку, но на самом деле это остатки системы водопровода, которую монахи построили в 17 веке. Эта система объединяла родники в горах в единую, собственно, систему. Сейчас посмотрим один как раз из таких родников, точнее на то, что от него осталось. Ну, такая, как бы, небольшая свалочка. Там грибочки. Отлично. Грибочки-то явно ядовитые. Вон они. На самом деле, монахи-кармелиты изо всех сил стремились к уединению. Хранить обет молчания было обычным делом. В дневнике один из монахов пишет, что друг с другом они разговаривали приблизительно один раз в 15 дней. Именно поэтому первое, что построили монахи, это забор вокруг будущего монастыря, а также несколько скитов, или по-испански эрмитас, для полной самоизоляции. Деревья, конечно, впечатляют. Особенно вот это впереди.
да, да. Огромный. Многие из скитов разрушены, но нам удалось найти парочку, которые неплохо сохранились. Заходим внутрь скита монашеского. Вот мы нашли еще один монашеский скит. Он открыт, поэтому можно заглянуть внутрь и, собственно, убедиться, насколько все здесь было аскетично. Конечно, здесь уже довольно грязно. Вот не совсем маленькое помещение. И вот здесь видно очаг, собственно, такая небольшая кухня. И тадам! Уборная. Ну и, как всегда, есть граждане, которые отметились на стенах. Вокруг монастыря много маршрутов для хайкинга, в том числе на самую высокую точку национального парка, гору Сан-Мигель, высотой 3752 метра. На следующий день мы решили на нее подняться уже в большем составе. Мы находимся на высоте 3200 метров. И вот эта стена, которую в 17 веке построили монахи-кармелиты для того, чтобы обычные люди не приближались к их монастырю и не мешали молиться. Hola, ¿qué tal? Buen día. Приближаемся к отметке 3300 метров. И, конечно, становится уже тяжеловато дышать. Несмотря на то, что мы к высоте привыкшие. Так, ну что у нас тут? Шишка. Ну-ка, зацените размер шишки. Объектива. Шишки размер заценяем с помощью кроссовка. Ну да. Ставим рядом кроссовок. Тыдыщ. Размерчик у нас 42, да? Да. Шишечка размерчик 45-го, наверное. Ну или 47. Или 47-го. Вот потихоньку забираемся наверх. Уклон, не знаю, выглядит крутым или нет на видео, посмотрим потом. Что ты думаешь, вот нам идти вон туда? Ну, Вот сюда. ну, в крайнем случае поползем. Поползем? Да. Хорошо. Ну что, ползем? Три 600 было ниже. 700. Там 3754. О, То есть 100 метров вверх подняться? ну 100, наверное, поднимется. Но с учетом того, что мы уже поднялись на 600 с копейками, Ведь резкий рывок был. Я думаю, что это самый тяжелый был. Ну, как бы, я думала так про прошлый. ну что, пойдем дальше? Преодолели отметку 3600. Вот идем
Медленно-медленно, но верно. Природа уже поменялась. Никакой тропической и субтропической растительности уже нет. Остались только сосны. Сосны, елки. Ну и, конечно, стена, которую, судя по всему, до самой вершины горы построили монахи. Вот ведь упорные были люди. Обернись, смотри, какой вид. Так, да, вот мы-то думали, что мы поднялись на вершину, но нам вот туда. Вот здесь тоже хипстеры какие-то пришли толпой. Мы вот заглянем внутрь часовни пока. Вот такая часовня. Высота 3752 метра. Во! Так, вот и еще одно селфи. 3750 метров. 752, да? 3752 метра. Да, Надо быть педантом. да. Выше Только ничего, звезды, круче выше только яйца. звезды. Извините. Все, мы это сделали. Ура!